Сегодня приготовим рецепты из самых простых продуктов. Список всех продуктов уже ждет в описании под этим видеороликом. Здесь сразу два рецепта. Первым делом ставим закипеть чайник, потому что нам понадобится крутой кипяток. Шинкуем капусту не слишком мелко. Если готовите молодую капусту, то крупные кусочки только добавляют текстуру и сохраняют сочность. Перекладываю в глубокую миску и заливаю кипятком примерно на 5 или 7 минут. Как вы считаете, стоит ли вообще заливать капусту горячей водой или это лишняя трата времени? Поделитесь своим мнением в комментариях. А тем временем беру картофель, очищаю его и натираю на мелкой терке. 3 крупных яйца добавляю прямо в картофельную массу. Здесь нам будет максимально удобно соединять все компоненты и специи. Чеснок добавляю по желанию. 2 средних зубчиков будет вполне достаточно. Солю и добавляю специи для овощей. Перемешиваю все до однородности. Тем временем капуста уже стала податливой. Сливаю лишнюю воду и немного отжимаю ее. Убираю лишнюю влагу, чтобы блюдо на сковороде держало форму. Добавляю картофельно-яичную смесь к капусте и снова перемешиваю. Ставлю сковороду на плиту и наливаю немного растительного масла. Дождитесь, пока масло хорошо прогреется. Выкладываю нашу заготовку и аккуратно распределяю лопаткой по всей поверхности, пока запеканка не начала активно поджариваться снизу. Уменьшаю огонь до минимума и накрываю крышкой. Оставляю готовиться примерно на 5 или 10 минут. Дальше подготовлю помидоры. Нарезать можно соломкой, можно аккуратными дольками или классическими кружочками. Аккуратно поддеваем края лопаткой со всех сторон, чтобы убедиться, что ничего не прилипло. Накрываю сковородку большой плоской тарелкой и переворачиваю. Для усиления вкуса смазываю поверхность небольшим количеством кетчупа. Сверху выкладываю подготовленные помидоры, посыпаю твердым сыром, натертым на терке. Снова накрываю крышкой буквально на 5 минут. Нужно только, чтобы сыр полностью расплавился и создал аппетитную корочку. А зелень – это не просто украшение, а витаминный штрих. Если вам нравятся такие простые рецепты, то обязательно заглядывайте на канал чаще. Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые кулинарные приключения. А список продуктов к этому видео вы найдете в описании. Как вам такой завтрак? Пока вы пишете ваши впечатления, переходим ко второму рецепту. Это вкусный и простой завтрак с яйцами. Для начала беру яйца и слегка взбиваю их вилкой. Добавляю немного муки, соль и специи для овощных блюд. Перемешиваю массу так, чтобы не осталось комочков, и пока отставляю в сторону. Теперь займемся капустой снова. Так как молодая капуста водянистая и готовится почти мгновенно, поэтому ее лучше нарезать покрупнее. Попробуйте приготовить это легкое блюдо один раз, и быстрый полезный перекус на каждый день вам обеспечен. Беру чеснок и нарезаю его помельче. Если не любите возиться с ножом, то пресс для чеснока отлично справится с этой задачей. И, конечно, много зелени. У меня сегодня под рукой петрушка, здесь подойдет и базилик, и кинза, и даже обычный укроп. Капуста, чеснок, свежая зелень и немного зеленого лука. Соединяем все компоненты в большой миске. Разогреваю сковороду с растительным маслом и высыпаю капустную смесь. Накрываю крышкой и даю овощам протушиться на медленном огне примерно 5 или 7 минут. Когда капуста станет мягкой, заливаю ее яичной смесью и сверху посыпаю миксом из семян. Это добавит дополнительную пользу. Снова под крышку на 3 минуты. Чтобы перевернуть омлет, снова используем проверенный трюк с большой тарелкой. Довожу до готовности еще 3 или 5 минут с другой стороны.
Надеюсь, эти быстрые рецепты станут частыми гостями на вашем столе. Не забывайте делиться этим видео со своими друзьями и знакомыми. Жду вас в новых выпусках. Приятного аппетита и до встречи на моем канале.